Мы едем в Бледные скалы. У меня сейчас такая ситуация смешная произошла. На секундочку, Саша за рулем своей машины меньше месяца. Я в шоке, это мы столько прошли. Посмотрите, как мы высоко с Сашкой. Такие интересные скалы попадаются. Это балдеж? Вот он, музей Скансен. А мы с Сашком выглядим примерно так. Не, ну я вам хочу сказать, что Польша открывается все с новой стороны. Мы отменили свой последний день путешествия. Привет! Третий день нашего путешествия по Польше. Мы едем в Бледные скалы. У меня сейчас такая ситуация смешная произошла. Вы не представляете, встретились с хозяйкой место, где мы снимаем, ну, где апартаменты. И она такая выходит и говорит: ну как вам там, то все такой, знаете, смолток небольшой. Я говорю: все классно, мы с Сашей вообще отлично. Там спросили то, что нас там интересовало. Тут про деньги мы спросили, потому что там написано, что когда выселяешься, с человека по 4 злотых есть нужно. Оплата Уздравецкого. Ну, типа как городской налог. Городской налог. Такое в Италии есть. То есть мы же с этим уже встречались. Мы просто про это спросили, когда отдавать, сейчас или потом. Вот. И это такая говорит: а уже Бледные скалы, что там Нет, были? Куда сегодня? На скалы. На скалы? А я слышу: вы спалишься? Ну, знаете, вот это... Я такая: вы спалишь? Вот так. Она: в Бледные скалы? А я... Не, она один раз. Один раз? Да. А я услышала... А я отвечаю: так, вы спалишь, мы тут бар зафать. То есть она меня спрашивает про Бледные скалы, а я слышу совершенно другое. Так глупо вот было. И заодно вы знаете наш план первый. В общем-то, мы едем в Бледные скалы. Сейчас... Едем на паркинг, про который мало кто знает. Просто Сашка все либо знала. на платный едут, либо на дальний, от которого часа полтора идти до входа. О, блин, тут долго. Ну, может, час-полтора, то есть, ну, долго. А мы мы едем, щас... где полчаса идти до входа. Нормально, Билеты отлично. куплены. Билеты сколько стоят? По 14 злотых, как и на Щеленец. Если кто-то с наших подписчиков поедет в Бледные скалы, мы советуем эти апартаменты. Это реально 10 из 10. Это лучшее. Вот сколько мы не путешествовали, где мы только не жили, это лучшее место любого отеля, даже лучше. Это круто. И хозяйка офигенская, и кофе там вкусное. Вкусные. Все, поехали. Ой, ребят, показываю вам эти узкие дороги, куда мы едем в эти Бледные скалы. Посмотрите на эти повороты. И на секундочку, Саша за рулем своей машины меньше месяца. Но просто мы решили сами для себя, что если не взять и не сделать, то мы это никогда не сделаем, правильно? Всегда можно говорить себе, что мало опыта. Да. Мы обслужили машину. Я немножко поездил в ней. Ну да. Километров 300. Ну вот вы понимаете, насколько узкая дорога? То есть, тут двухстороннее движение. Но нам повезло, что, во-первых, сейчас, наверное, ну не сезон, и встречка... Ой, блин, сейчас наверх. Встречка встречается очень редко. По этой дороге еще не встречается. Да, по другой, но это очень узко. Ну, сами видите, насколько она узкая. Мы уже, как говорится, в тракте подъема. Почти полпути. Почти полпути, да. Получается, мы оставили машину там, где Саша нашел этот паркинг. Самый ближайший путь до входа. Полчаса идти. Но трасса, она организована. У нас, кстати, палки, мы взяли палки. Мы когда приехали, была собака. Какая-то дикая. Ну, может, она домашняя. Но она обгавкивала нас, пока не выходили из машины. Но потом она отошла, мы вышли и думаем, на всякий случай возьмем палки. И что-то идем с этими палками. И слушайте, так удобно. Теперь вы поняли, почему старики ходят с этими палочками. Удобно. Такой точка опоры дополнительная. Сейчас покажу, как мы идем. Во-первых, вот так мы высоко. Так мы поднимались по таким камням. И сейчас наверх. Вот такие отметки на деревьях. Ну, это путь, ну, ориентир такой, куда надо идти. И вот сейчас наверх так же. Отдохнули и поперлись. Я в шоке. Это мы столько прошли. Посмотрите, как мы высоко с Сашкой. Сюда на камень стали. Вообще даже и не ожидаешь. Вот идешь по таким камням,
Вот вы видите. Как ты и не чувствуете, что ты настолько высоко. Вон там еще какой-то человек розовый. Но слава богу, то я боялась, что тут какие-нибудь животные. Животные боялась, прислушалась. Медведей нет, этих диких кабанов нет. И волков нет. Страшно, идешь. Никого нет, ни одной живой души. Птички, ветер. Слава богу, что мы тут не одни. Красота вообще неописуемая. Мы дошли до этих скал. Они немножко, конечно, другие, отличаются. Не такие, такой лабиринт. Тут больше даже на лабиринты похоже. Называется лабиринт Ванных скал. Ванные скалы. Прикольно очень. Пойдемте внутрь. И честно, вот это вот, как они держатся друг на друге, вот эти скалы, так завораживающе и страшно. Но тут видите, как все организовано. То есть сложнее было сюда добраться, чем внутри уже ходить. Тут уже супер. Тут дети ходят, мы видели тут с детьми. Именно классы какие-то. Ну вот сейчас уже и темнеет. Возможно, реально будет дождь. Нам надо успеть пройти, и все. Видите, было солнце. Саш, ты видишь, солнце было как узко. Ой. И видите, везде есть дорожка. То есть идешь. Ой, вообще балдеж. А сейчас еще такая погода темная. Блин, хоть бы дождя не было. Но мы взяли с собой плащи. Ну, и, как говорится, идем. Но тут недолго, тут типа минут 40. Вообще недолго, так что должны успеть. Такие интересные скалы попадаются. И вот они так плиточками лежат друг на друге. От меньшего к большему. А вон там как держится вообще курячая лапка. Это, как это называется? Курчая стопка. Реально курячая лапка, посмотрите. То есть вот на таком маленьком камушке. Такие булыжники. Да, реально. Интересно, да? Видите, тут был тоже, наверное, потоп. Ну, понятно, в горах. Ой, а еще, знаете, сейчас погода меняется, и так как-то жутковато немного становится, плюс людей нету. Или это я уже нагнетаю сама себе? Сейчас посветлее чуть-чуть. Да-да. О, прикольно, деревья растут, там же нет земли. Как они в этих камнях растут? Чуть-чуть есть. Это как бонсай, или как их там? Идем, идем. О, жестко. Прикольно. Балдеж. Только я, наверное, без телефона ребзю. А то сложно. Опачка, мамочка. Хотя с телефоном дала рада. Ёптель-моптель. Как... Саша, ты как там идешь? Еле-еле. Бля, реально, у кого клаустрофобия, будет неприятненько. А вот тут вы видите, какая наклонная? Тут только так можно пройти. Это балдеж? Да. Это балдеж. Тут даже как-то интереснее трасса, чем вчера. Вчера там, ну, пару щелей было, а тут прям опасные щели. Там надо так изгибаться, извиваться. Интересно. Тут снимать хочется больше всего. Посмотрите. Ну это очень... Это вообще как в сказке какой-то. Ты попал, и тебе надо лабиринты эти пройти. Ой. Эй-яй. Прикольно. И с детьми, наверное, да. Класс. Квесты им сделать. Тут еще вон болото это постоянно. Как будто, знаешь, если представить, это лава. А нам туда. О. Что написано? Длинный пассаж. Полный пассаж. Ну прям длинный. Длинный? И узкий. Длинный и узкий. Мы тут спускаемся вниз уже. Ну и увидели такую табличку и подумали, интересно, что это значит. И какие-то такие столбы. Думаем, ну странно, но все равно это какое-то обозначение. Было интересно узнать. Спустились чуть-чуть от нашего маршрута. Спустились вниз и смотрим, тут написано «Позор!». Что тут граница Чехии. Позор — это типа увага, да, как на польском. Ну типа я не знала, это мне Саша сказал. Позор! А на польском увага! Забавно, что мы сейчас опять пересекли границу. Нелегалы. Белорусы. После этих
классных таких необычных скал. Такой лабиринт из скал, горы там, ну, по-разному это можно назвать. Слушайте, ребята, ну там вообще так весело. Мне кажется, там детям вообще балдеж. Там, знаете, вы видели сами, где-то узко, где-то широко, где-то так пасмурно. Так прям как в какой-то страшной сказке какой-нибудь попал. Ну, очень интересно. Как типа, знаете, «Властелин колец». Вот такая атмосфера. Вот. И очень нам понравилось. Но там она короткая. Там, сколько, минут 40? Ну, нет, даже 30. Ну, может, 30. Ну, мы так быстро проходили, особо не Мы шли туда наверх, вы видели, вот по этому лесу. Мы шли, вообще, малоизвестная кому тропа. Мы шли по ней минут 25, наверное, вверх и минут 23 вниз. Ну, пусть 30. Но... Там палка вот пригождается. Кстати, вот кто будет идти по этому же пути, мы советуем вам палку. С палкой вообще удобно, потому что там такая каменистость. Назад вообще классно. Вот, а сейчас приехали, так как времени вагон, надо что-то делать. Сашка еще нашел нам Скансен. А мы вообще обожаем Скансен. Мы много где были в Скансенах. Ну, просто нам это нравится. Нравится это ходить, смотреть. Можно все потрогать, поглазеть. Нормальный такой классный музей. Не на картинках, а вот тебе построили прям здание. Можно смотреть, как жили бабулечки, дедулечки. Это уже про бабулечки. А так, и еще мы хотели рассказать, какой балдеж ехать на гибриде с горки. Мы вчера потратили 70 миллилитров, представляете, бензина с горки, когда ехали. Мы ехали минут 15. За 10 километров мы потратили 70 миллилитров. Я вот еще такая думаю, сколько это вот на ладошке? Это очень мало, да? Ну, в горку уже, конечно, другой расход. А когда с горки, получается, ты экономишь. А сейчас мы когда ехали, сколько? Сейчас много больше. Сейчас, ну, 1,4 литра на 100. Ну, сейчас больше. Ну, мы меньше ехали, да. В общем-то, вообще нам очень понравилось. Классно. Идем в Скансен. Вот он, музей Скансен. Прикольно так вообще, уже домики. Интересно, а внутрь, наверное, тоже же должно высходить? И такая вот территория на горе. Это вот получается, как и раньше, наверное, в горах домики люди жили. Мы внутри домика. И вот это такая классная атмосфера бабушкина. Ну, конечно, у бабушек уже прабабушки, да. У бабушек уже не такие, конечно, дома. Но это так мило, как-то так... Ну, родное что-то, что-то похожее. Так приятно ходить. Мне очень нравится, знаете, ходить, смотреть, как люди жили раньше. Вот эти сервизы у меня у бабушки точно еще такой остался. Хлеб, вообще класс. Но такого уже не было. Вот это вот мыть, смотри. Ребеночек тут лежал. Ну и кровать уже получше. Железная даже больше. Классные серванты, машинки печатные. Балдеж. Дошли до избушки бабки Ёшки. Ну, тут, блин, дождь идет проливной. Ну вот вообще интересно, конечно, посмотреть избушка бабки Ёшки, как она... Вот глаза у нее тут. Это вам не шуточки, прибауточки. Тут все серьезно. Улиток она ела. Нос у нее классный. Как и положено, с бородавкой. Классно. Грязно так. Все как должно быть. А мы с Сашком выглядим примерно так. Ладно, дальше пойдем. Наверное, уже снимать не будем, потому что дождь пипец. Промокли полностью. Пришли покушать. Мы еще вчера увидели это заведение. Ретро называется. Тут супчики покушаем, шницель. Ну, что-нибудь такое закажем, чтобы наесться хорошо. Но супчики мы вчера ели журок, и нам так понравилось, что мы решили еще сходить поесть. Может, то же самое место, но потом Короче, думали, точно такое же место сходить. Но потом передумали попробовать еще куда-нибудь. Сидим в таком красивом месте, мне нравится вид. Вообще здоровский. Вот этот домик прям вообще так привлекает. Итак, первый супчик квасница, а у Саши журок. Потом мы поменяемся. По половинке съедим и поменяемся. Квасница на винзон. Квасница на винзон. Так нет. Вкусно пахнет, балдеж, ребят. И у Саши журок. Ну и потом мы поменяемся. Я уже говорила, вкусно?
ароматнее, чем У вчера. меня тоже. Смотрите, мы еще одну на двоих порцию заказали, капуста с Хабова. хабовым. Котлет с Это хабовым. как Ну, типа шницель, ну, польский да, шницель. польский шницель, Традиционные котлеты. потом салатик и вот эти кнедлики. Или как Ну, называется? на квашеной, не на квашеной, а тушеной капусте и клуски. Тульский, точно, клуски. Короче, будем кушать. На двоих заказали. Мы уже супами объелись, конечно. Ну, я уже почти перекусили. наела. Но тебе больше надо. Пришли с Сашкой в городе Кудова-Струй попить в таком роднике минеральную воду. Она Ну, это от пияльня многих болезней. Пияльня, да. От многих болезней. Вот пробуем. Вот самая легкая мне понравилась. Она такая минеральная. А манюшка более вонючка. А манюшка вообще вонючка. Значит, подходит от, если у вас болезнь почек, если у вас сахарный диабет, торчится это, как там, щитовидная железа, и что еще, ожирение, ну и всякое такое. Ну, минералов там поменьше, поэтому она более пивабельная. Ну вот мне вот это просто проще пить, а та прям пахнет так невкусно. А, еще есть теплое. Ну вот так это выглядит в пальмах. Люди вот сидят на лавочках, дышат. Тут такой определенный запах на самом-то деле. Стоит вход 3 злотых. Попили с Сашкой водички оздоровительной. Слава богу, мы ничего не болеем пока. А там дальше не знаю, что будет. Посмотрите, какой красивый город. Вот мы сейчас гуляем, ну, по центру города этого. Тут, я так понимаю, раньше была Германия, потому что, ну, все в немецком стиле. Ну, тут была и Чехия. И Чехия, и Германия. Все тут были. Ну, Чехию вы сами видели, Олды мы показывали. Там, где пили пиво. Там, где они оздоравливаются, часть 2. Пивасик там пьют, а там вообще близко. Тут, не знаю, там пешком же, минут 15. в том вот Олда там продается пиво с коноплей, так что оздоровление. У них оздоровление идет полным ходом. Сначала они тут минералочку прелестно пьют, а потом выходит вот это вот заведение вот это с белыми стенами. То есть вот здесь минералка, а вот здесь уже пиво пьют. Так что пиво там продают. До обеда Да, лечится. А после потом еще обеда раз отдыхают. лечится. Посмотрите, какие красивые пейзажи, вообще балдеж. Мы еще были, ну я не снимала, мы еще были вот где-то там наверху. Беседка любви называлась. Мы пока туда дошли, я чуть, не посидела. Очень сложно. Чуть не развелись. На самом деле так сложно было идти, подниматься. Ну все нормально. В этом городе еще есть вот такая стена. И вот так вот люди сидят, в основном старички, тут же санаторий. И вот дышат такой соляной водой. И пахнет содой больше. Очень сильный запах. Так, местечко интересное. Сегодня у нас было в планах несколько городов. Первый вы уже видели, Кудова, Струй. Сейчас мы приехали, как это смешно, Душники, Струй. И потом будет Поляница, Струй. Вот у нас сегодня в планах 3 города. И жить, ну, точнее не жить, а ночевать мы будем тоже вот в этом Поляница. Но это не вот это украинское название. Я никогда уже не выговорю, правильно? Поляница? Сашка, выговори. Поляница. Ну, неважно. И вот такие у нас сегодня планы. Вот сейчас мы приехали, Сашка нашел какой-то бесплатный паркинг. Вообще кайфы. 15 минут пешком до центра. Вообще кайфы. Можно поближе, конечно. Да нормально. Ну, у нас времени вагоны. Зато смотрите, мы стали без проблем, бесплатный паркинг. Тут много машин и много еще и мест свободно. Я считаю, что балдеж, нормально. Мы дошли до города, до центра города. До этого шли по парку, ну уже не снимали, ну, просто такой красивый парк. Но сейчас минут 20-25 насквозь можно пройти город. Но знаете что? Наверное, никого нету, все уже оздоровились. Ну, душники, никого нет. Ни олдов, ни нас. Ну, вообще просто, вот сами видите, главная улица, пару человек прошло мимо. Почта польская в таком здании красиво. Ну, наверное, сезон закончился, как будто какой-то сезонный город. Вот прям сезон есть, сюда приезжают. Хотя бы еще как-то были люди, а тут вообще... Там столько старичков. 5 человек. Олды мы их называем.
Ну, это смешно, это просто мы шуточку такую придумали между собой. Но тут вот центр города очень даже симпатичный, но никого нет. Никогошеньки. Ну, а теперь, ребятки, мы в Полянице Здруй. Вот так. Куда-то зашли. Не, ну это как бы пияльня, центр Пияльня, парка. центр... А, вот пияльня, да. Но мы уже не пойдем, потому что мы уже один раз были. Вот, ну красиво. Пойдем тоже понюхаем местную минералку. Угу. Мы, Она получается, такая в 3 же, городах как раз были. По минералке тоже тащились. Ходили везде, пили ее. Гуляем по городу теперь здесь. Именно не по парку, а по городу. И такие тоже милейшие домики, балдежные домики. Мне нравятся. Со всех сторон. Разные. Классно так, мило гулять. Мы вообще, мы не пожалели ни капельки, что едем. Мы ездим и изучаем польские небольшие города. Классно. Ну, Нам очень Дольный нравится. Шлёмск классный. Угу. Такой, отличается Интересный, сильно. да. Короче, отличается вообще с той стороны, где Лодзь. Полностью. Полностью отличие есть. Не, ну я вам хочу сказать, что Польша открывается все с новой стороны. Но мы мало где были в Польше, так по чесноку. В таких больших городах, но вот в маленьких, когда ты вот ездишь и смотришь такие красивые домики, вообще не похоже на Польшу. Ну, разве это похоже на Польшу? Это больше где-то Чехия, Германия. В ту сторону куда-то. Еще тут вот река такая. Класс. Мне очень нравится старый город. Привет, ребята, из дома. В общем-то, история такая, что мы отменили свой последний день путешествия. Мы вам говорили, что у нас должен быть продлен до четверга наше путешествие, но мы все отменили, резко поменяли свои планы и приехали на день домой раньше. Значит, ситуация такая, что мы приехали в жилье, где мы должны были ночевать со среды по четверг, и там нам не понравились условия. Ну, грубо говоря, не так, что мы там такие какие-то деловые, нам не понравились условия, мы уехали. На самом деле мы приехали, и разочарование было уже с самого начала. Во-первых, жилье было в каком-то лесу, но мы как бы это знали, что на горе, в лесу, но мы не думали, что там такая будет некомфортная дорога. Значит, мы там кое-как припарковали машину, заходим на территорию, там куча баранов, наверное, штук 15. Просто так пасутся, ходят сами по себе по территории. Именно, вы знаете, как на крыльцо подниматься, лестница, там бараны. Они стоят там, реально жопу чешут в прямом смысле. Ну, уже не очень комфортно было заходить. Как бы нас никто не встретил, ни хозяева, вообще никого не было. Пришлось вернуться, там, к калитке, позвонить, чтобы хоть кто-то на нас обратил внимание. Вышли, разогнали своих этих баранов, козлов с этих ступенек, на которые мы должны были подниматься. В общем-то, мы позвонили, выходит бабушка такая, бабулечка. Ну, сразу понятно, от нее пахнет тоже козлами, баранами. Ну, знаете, вот когда человек деревенский, не знаю, как вот у меня в деревне, ну, как вот, не знаю, но обычно деревенский человек, понятно, что и жилье такое. Ну, там, конечно, были разные отзывы, мы ко всему были готовы, но не к этому. И, в общем-то, она такая выходит, говорит, что вы боитесь? Бараны не кусаются, заходите. Ну, мы такие думаем, ну ладно, окей, сомнительно, но окей. Поднимаемся по лестнице, еще не успели войти как бы в дом, а там лестница такая крутая, большая. В общем, бараны эти на лестнице вместе с нами, мы как эти бараны. Она говорит, посмотрите налево. Ну, мы смотрим налево, а там, ребята, картина маслом. Говорит, это ваша кухня. Я как бы знала, что кухня на улице, но мы думали, ну, там чай нам сделать, там чайник есть. Но я была просто в шоке. Это вот просто, знаете, крыльцо без стен. Просто крыльцо, 4 палки, крыша. И она говорит, там тарелки, вилки, все удобства, там все есть. Я такая думаю, окей, ладно, проглотили, идем дальше. Но еще я не собиралась никуда уезжать. У меня еще не было таких мыслей. Я такая думаю, ну ладно, там чайник поставить, нам, в принципе, поспать. В 7 утра мы встанем и поедем дальше по своим делам. У нас как бы еще было несколько планов. В общем-то, заходим мы туда домой, к ней.
Она нам говорит: а за какой вы номер платили? Сколько вы заплатили? Ну, мы ответили, сколько заплатили. Она говорит... и Саша говорит: номер называется «Делюкс». Ну, там вообще уже было смешно в таких условиях называть номера «Делюксом». Она говорит: да знаю я. У меня вон таких, как вы, много. Я вон смотрю, какую вам комнату дать. Что-то стоит, смотрит на свои ключи. А там реально, там как хостел и, ну, дом такой вот деревенский, но он как бы весь под сдачу. Ну, я так поняла. И она говорит: куда вам? На второй этаж, на первый? Я говорю: ну, куда вам удобнее? Мне уже пофигу, где с этими козлами жить. Хорошо, хоть удобство не на улице. Я такая, нас ведет на первый этаж, показывает нам, значит, общую на этаж туалет, ванну. Ну, такое может быть, ну, то есть, окей. И опять окей, это еще можно понять. Ой, ребята, показывает, она нам, значит, открывает дверь, там такой коридорчик, в этом коридорчике 3 двери. Один из них туалет и 2 душа. И вот представьте себе картину. Вы, когда ходили там, вот, не знаю, в школу или любой общественный туалет, и вот эти вот такие пластмассовые двери белые, с такой ручкой, которая вот вверх поднимается, и типа это закрыто. Вот как ручка на балконной двери. Вот так вот открыто, закрыто. Вот то же самое. Я была уже разочарована на целый этаж, там, не знаю, 5 комнат, и всего лишь 1 туалет, 2 душа. Я думаю, мне еще голову надо помыть. Потом думаю, не, я там не хочу мыть голову. В общем-то, и опять думаю, ну пофигу. Как бы проглотили. Идем дальше. Это я рассказываю. Идем дальше. Открывается дверь в нашу комнату. И я тут офигела. Просто я думала, ну, лучшие условия уже невозможно было предложить в этот день. И, значит, там... Вот представьте себе картину номер 2. Вот вы представили, как выглядел туалет с ванной, а теперь вы должны представить примерно, как выглядела наша комната. Вот вы заходите, там небольшая комната. Мне кажется, что раньше там жили козлы и бараны, потому что я не представляю, кто мог жить раньше в этой комнате. То есть, а теперь эта комната сделана под сдачу. Пахло там козлами и баранами. Ну, это ужасно. И, значит, на полу стоит какой-то палет деревянный, а на деревянном палете наш матрас, такой тоненький. И, значит, в комнате что еще? Ну, шторы, какой-то самый старый, дряхлый стул. И бонусом, как она говорит, бонусом в вашей комнате у вас еще есть раковина. Вот эта раковина меня и убила. Я подумала: боже, где мы находимся? В хлеву каком-то? Что это такое? Что это за раковина такая? Я не знаю, вот почему-то эта раковина меня больше всех убила. И, значит, садимся мы на эту кровать. Постельное белье вообще уже молчу. Садимся мы на эту кровать. Нам еще дали полотенца, ребят. Такие полотенца, закачаешься. Вот самые тонкие, они настолько простиранные, эти полотенца, маленькие, тонкие просто. Я не знаю, как марля какая-то. Нам дали такие 2 полотенца. И типа наслаждайтесь удобствами. И закрывается дверь, ну эта женщина, бабушка это уходит. Закрывается дверь. И первое, что мы с Сашей говорим: сколько ехать до Лоди? Ехать до Лоди оказалось там 3 часа, 30 минут, там, ну, примерно. И мы такие, а это уже где-то 6, ну, ближе к 6 часам вечера. И мы понимаем, что мы подумали, наверное, да, Сашка, минут 5, ну, 10, может. Да нет, это 5. Да? Меньше 5 минут мы подумали, мы даже вещи не разобрали, мы все взяли, 5 минут, и мы уходим. И мы с вещами на выход, и это... я хотела, честно, убежать, просто убежать, никому ничего не говорить. Ну, мы оставили ключи, понятное дело. И Саша говорит: ну, надо признаться этой бабуле, что нам не понравилось, и у нас там поменялись планы. А мне так стыдно, ребята, было сказать это в глаза человеку, что не понравилось. И уехали. Мы не требовали деньги назад, ничего. Хотя за такие условия, наверное, можно было бы потребовать. И Саша вышел... мы уже сели в машину, уже все, положили вещи, сели в машину. И видим, что она
там с баранами, с козлами ходит по этой территории. Она, наверное, шла к нам. И Саша говорит, нам нужно пойти к ней, ну и сказать, что мы уезжаем. Сашка так и сказала, что мужем я не вышла. Мне стало так стыдно. Я сидела в машине, как трусишка. Хотя надо было выйти и идти с Сашей. Ну, это я уже сейчас так думаю. Тогда я не могла этого сделать. Вышел Саша, признался, сказал ей, что у нас поменялись планы, мы уезжаем. Хотя первый вопрос, Саша говорил, у нее был. Типа, вы уезжаете, вам не понравилось? Нет, вы отказываетесь? Первый вопрос, вы отказываетесь? И мы сделали вывод, что мы уже не первые отказываемся, потому что это был первый ее вопрос. И, в общем-то, все, мы уехали. И вот мы приехали сегодня, забрали нашего чумардоса Чупсика, разложили вещи и отдыхаем. Ехали мы нормально, все нормально, доехали, по трассе ехали. Ну, классно, все хорошо. И мы дома. Было бы классно, конечно, если бы в тот момент я, как настоящий блогер, взяла камеру и показала вам эти восхитительные условия. Но, ребята, поверьте мне, у меня не было вообще никакого настроения. Это вообще первый мой в жизни такой спонтанный поступок. Ну, как мой, наш с Сашей. Такой спонтанный поступок. Мы с Сашей так никогда не поступали, да? Мы в разных условиях жили. Мы достаточно часто путешествуем. И часто мы экономим на жилье. Чаще мы экономим, чем не экономим на жилье. И разные были условия. Но вот тут меня просто убили. И поверьте мне, у меня не было желания вот это взять камеру и снимать вот это все. Ну, не было этого. Но хотя, когда потом я уже остыла, когда я уже передумала, обдумала эту ситуацию, мне уже стало смешно от этого. Я уже больше на позитивный лад. И тогда я подумала, почему я не подсняла, не показала вам этих прекрасных козлов, чешущую свою жопу на этих ступеньках. Это так смешно, это так мемно, мне кажется. Это вообще было балдежно. Когда этот баран смотрит тебе в глаза, чешет жопу и говорит, ну давай, иди ко мне. Поднимайся, деточка. Приехала тут такая городская дама. Но на самом деле, еще раз повторюсь, не потому что мы с Сашей такие обалдевшие, привыкшие к каким-то лакшери условиям. Понятно, что нет. Мы жили вообще в разных условиях. И на съемных квартирах, и, в конце концов, в деревнях мы все детство провели. Там тоже, знаете, не было лакшери условия. Это было не очень. Либо у нас уже было такое состояние, что нам не хотелось. В общем-то, наверное, все одно к одному. И, может, уже захотелось домой, захотелось забрать Чупи. Все одно к одному. И, в общем-то, мы вот так и сделали. Болит ли у меня душа, сердце по этой ситуации? Немножко да. Немножко как-то, неловко, наверное, ситуация. Но, с другой стороны, если бы не было смысла терпеть, если бы мы знали, что всего там 3 часа 20 минут ехать до Лоди. Вот так. Вот такая ситуация. Вот и все. Спасибо, что были с нами. Путешествие было классное, вы сами видели много всего интересного. Нам очень понравилось путешествовать по Польше. Думаю, что это не последнее наше путешествие. Не только по Польше, но и по Чехии. Немножко зашли даже в Чехию. Было все классно, балдежно, как я говорю. И думаю, это не последнее наше путешествие. И вообще будем прощаться, да, Сашка? Да. Иди сюда. Скажи ребятушкам пока-пока. Спасибо, что провели с нами эту неделю. И пока-пока. Пока. Как те козлы-бараны. Балдеж. Балдеж.